Друзья, всех приветствую на канале Путь Богача, и сегодня я расскажу вам, как сберечь свои активы в связи с тем, что Евросоюз накладывает новые санкции на жителей России. Да, вот такая вот новость, к сожалению, не самая лучшая. Новости не могут быть всегда положительными. Вот такой вот неприятнейший заголовок: Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами. Давайте подетальнее изучим эту статью и что мы здесь видим. Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптоактивами, криптокошельками на территории ЕС. Запрет распространяется на любую сумму, и если ранее разрешалось держать на таких кошельках до 10 тысяч евро, то теперь существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, всех учетных записей или услуг хранения криптовалюты, вне зависимости от суммы тех средств, которые есть на кошельке. Поэтому неважно, находитесь вы в Евросоюзе или в России, если вы гражданин Российской Федерации и у вас есть какие-либо активы на биржах, то лучше посмотрите этот ролик до конца, чтобы понять, куда и как перевести свои активы, чтобы сохранить их и не потерять. А перед началом этого видео хочу показать платформу Veles. Тут вы можете настроить ботов для торговли, задав им свои критерии, или используя готовые шаблоны от профессионалов. У ботов нет эмоций, жадности и проблем с нехваткой времени. Теперь не нужно торговать руками, изучать сложные графики и индикаторы. Боты сами торгуют в любой удачный момент, пока вы заняты чем-то другим. Veles — это официальный брокер на биржах Binance, OKEX и Bybit. Следить за торговлей ботов можно также и через Telegram. Проходи несложные испытания и получай денежные бонусы за активность, где вам еще будут платить, чтобы вы начали зарабатывать. Свои первые $10 на счет вы получите после регистрации по моей ссылке в описании. Там же оставлю ссылку на свой полноценный обзор этой платформы. Все дело в том, что первые блокировки коснутся, как правило, на тех биржах, которые подвержены регулированию со стороны государств. А именно такие крупные биржи, как Binance и прочие им подобные, находятся в большой группе риска. Самое простое будет обменять все свои монеты на USDT и скинуть, например, на такой кошелек, как MetaMask. Это обычное расширение для браузера, которое в принципе является анонимным, и тут никак не отследить, российский вы пользователь или не российский. Тем более, если вы будете использовать при этом VPN. Кстати, тот VPN, которым пользуюсь лично я и который проверен мной уже давно, найдете по ссылке в описании под видеороликом. MetaMask удобен тем, что здесь можно настроить различные сети: Ethereum, Matic, Binance и много других. И в принципе это мультивалютный кошелек, который поддерживает большое количество монет. Следующий кошелек, который также является анонимным и безопасным, это кошелек Trust Wallet. И прелестью данного кошелька является также тот момент, что он мультивалютный. Пожалуйста, и Binance сети, Ethereum, Litecoin, XRP, биткоин, все что хотите. Кстати, конкретно для XRP советую использовать кошелек XumApp. Это самый топовый кошелек при поддержке Ripple, и здесь ваши XRP будут максимально в надежном месте. Кошелек также доступен на iOS и на Android. Также существуют и другие монетные кошельки, такие как, например, TerraStation, Ton Wallet, какой-нибудь Phantom, если у вас, например, там Solana. Также все это является децентрализованными анонимными кошельками, куда в первую очередь советую скидывать ваши монеты. То есть сейчас мы будем рассматривать дальше анонимные биржи, где не нужно KYC и проверка верификации там не требуется. Но опять же, это как ни крути какой-то посредник, сторонняя площадка, которого может в любой момент изменить какие-либо правила. Поэтому если существует какой-то анонимный кошелек специально для конкретной монеты, вот, например, как Phantom для Solana или XumApp для XRP, то обязательно пользуйтесь такими возможностями, чтобы максимально защитить свои криптоактивы. Но, кстати, если говорить про биржи, которые вне политики, то здесь я могу вам посоветовать MEXC Global и также биржу Bybit. Например, когда были санкции на других биржах ранее и все биржи блокировали аккаунты русских пользователей, биржа Bybit, наоборот, для жителей СНГ сделала еще более выгодные условия и какие-то розыгрыши. Что касается биржи MEXC Global, я даже уточнил у менеджера, задав ему вопрос: привет, скажи, пожалуйста, MEXC будет как-то ограничивать аккаунты пользователей из России в связи с новыми санкциями? На что получил ответ: привет, нет, такого не было и не будет, биржа вне политики. И наоборот, очень большое внимание сейчас уделяется рынку СНГ. Это мой официальный менеджер от этой биржи. Проверить это очень легко. Кстати, вот давайте скопируем его имя и возвращаемся на биржу. Снизу находим вот такую вот строчку: верификация каналов. Нажимаем и здесь вставляем его никнейм. Вот, пожалуйста, данный ник, и написано в вашем запросе: это MEXC, официальный телеграм
Telegram. И эту биржу я, кстати, неоднократно вам уже советовал. И на канале не так давно выпускал обзор этой биржи, ссылку оставлю в описании под видеороликом. И еще отдельно был видос про Kickstarter. Это одна из возможностей заработка на данной бирже. Дальше мы поговорим про анонимные биржи, которые я вам могу посоветовать. Но опять же, никто не знает, что будет дальше. Однако на некоторых биржах мы можем видеть такие вот сноски. Например, CoinTiger. Обратите внимание вот на эту сноску. Давайте я вам ее переведу. QIC-верификация не является обязательным, если только пользователи не снимают сумму, превышающую 2 биткоина. Или если не хотят торговать фиатными средствами. Биржа принадлежит китайцам, создана аж в 2017 году. И в принципе я этой биржей тоже пользуюсь нет-нет иногда. И именно здесь у меня QIC не пройден. То есть если мне что-то нужно сделать анонимное, какие-то переводики тудыси-сюдыси, то я пользуюсь именно CoinTiger. Кстати, здесь, как вы видите, также еще и есть приложение на мобильный телефон. Единственные косяки, какие я только замечал за этой биржей за все время использования, это то, что здесь бывало очень долгое пополнение, то есть какие-то технические неполадки на самой бирже, но при этом техническая поддержка всегда быстро отвечала и решала мои вопросы. В общем, ссылку на биржу также найдете в описании под видеороликом. Объем торгов за 24 часа 551 миллион. В принципе, это неплохо, потому что есть биржи с наименьшими показателями, но есть биржи и с большими, соответственно. Например, тот же Bitmart. Пожалуйста, 1 миллиард 694 миллиона долларов. И это просто объем за 24 часа. Биржа также является анонимной, не требует обязательно QIC. Как и на CoinTiger, можно посмотреть список монет, которые доступны на этой бирже. Но насчет монет мы еще вернемся чуть позже. Я вам объясню, как сделать это еще легче. Кстати, CoinTiger настраивается и на русский язык. Пожалуйста, вот выбрали русский, и биржа стала на русском. То же самое мы можем видеть и на бирже Bitmart. Вроде бы она у нас китайская, как вы видите, по иероглифам и прочему, но при этом она устанавливается на русский язык и может быть понятной для наших пользователей. Точно так же здесь есть и мобильное приложение, что тоже является очень удобным. Следующая биржа Bitrue. Здесь очень большой выбор монет, включая те же XRP-шки и все, что вот мы любим, ребята, да? Здесь на этой бирже я уже также давно, и это, пожалуй, одна из первых китайских бирж, которой я доверился. Единственный минус этой криптобиржи — это то, что здесь нет поддержки русского языка. Но в принципе здесь все интуитивно понятно, все как и везде, поэтому если вы уже хоть немножко знакомы с биржами, как тут все устроено, то вот эти вот все кнопочки, они в принципе везде однотипные, поэтому будет несложно. Следующая биржа BingX. Объем торгов 827 миллионов за 24 часа. Это также крупная биржа, поэтому переживать там, что ваши деньги кто-то украдет, в принципе вообще не стоит. Большой список монет, а сама биржа выглядит тоже очень симпатично. Вот так вот сходу, кстати, я только что на ней зарегистрировался, и вот что я вижу: пополните счет и торгуйте, чтобы получить 100 долларов для новичка. В принципе, насчет бонусов, ребята, они будут везде вас ждать. Любая биржа дает какие-либо бонусы, независимо от того, хорошая она или плохая. Здесь мы можем видеть также хороший интерфейс, очень такой яркий, красивый, а самое главное, понятный на русском языке. Хотя, как вы видите, биржа тоже в принципе китайская. Китай у нас дружит с Россией, поэтому проблем с санкциями не будет. И еще одна биржа, просто для примера, на самом деле их намного, ребят, больше. Это биржа LATOKEN. На этой бирже я также давно зарегистрирован, ее опробовал. В принципе, неплохая биржа, но также, конечно же, она является китайской. Заходите на саму биржу, меняете язык на русский, и ваш интерфейс также становится понятным. И, кстати, в чем преимущество таких бирж? Как правило, на таких биржах листинги появляются намного раньше, чем на крутых каких-то там вот известных уже, скажем так, биржах. А соответственно, те, кто раньше купили монеты, купили их намного дешевле. Когда уже подхватывают эти монеты крупные криптобиржи, пользователи таких вот бирж с удовольствием делают иксы. Вот, пожалуйста, здесь также имеется приложение на мобильный телефон. Все ссылки, ребята, оставлю в описании под видеороликом. Обязательно регистрируйтесь на какой-либо из них, либо ищите что-то наподобие. Но я лично предоставил вам те, которыми пользуюсь лично сам. Теперь что делать, если ваша монета какая-то особенная, или если вы сомневаетесь в том, что какая-либо из этих бирж ее поддерживает? Что в этом случае делать? Ну, например, не знаю, ну вот пусть будет монета VeChain. Открываем монету VeChain на странице CoinMarketCap. Теперь важно понять, где и какая биржа поддерживает эту монету. Листаем вниз, и вот здесь мы видим рынки VeChain. Открываем кнопочку «Смотреть все рынки» и прогружаем страницу. Вот, допустим, у меня эта монета также на Binance, и, например, я не хочу вот KuCoin, Huobi там какой-нибудь. Может быть, что-то я хочу из того списка, что вам показал. Вот, смотрите, пожалуйста. Есть у нас здесь и Bitrue, который поддерживает из того, что я показал, эту монету. Также есть и Bitmart, и другие биржи в том числе. Пожалуйста, вот LATOKEN
и так далее. Вы смотрите, если какая-либо биржа у вас уже есть, здесь можно вот еще больше загрузить, тогда просто выводите эту монету на соответствующую биржу. Если же какой-либо биржи у вас нету, но вам она понравилась, то просто регистрируйтесь. На самом деле вот этот список, который я вам показал, этого будет уже достаточно для того, чтобы решить все ваши проблемы с любыми практически монетами. Опять же, если какой-либо монеты нет на этих биржах, то просто посмотрите, где она торгуется, и заведите еще одну биржу, которая, по вашему мнению, будет являться анонимной. Опять же, если это будет какая-то непонятная биржа, о которой я вам не рассказал, то изучая эту биржу, обязательно убедитесь, что там не требуется прохождение KYC. Бывает так, что при регистрации не требуется, при депозите не требуется, но как только вы хотите вывести средства, вам говорят, что нужно подтвердить личность, дружище. И тут начинаются проблемы. Поэтому можно начать с тех бирж, которые показал вам я. Ссылки найдете в описании под видеороликом. И, разумеется, не могу не оставить без внимания холодные кошельки. Почему с этого не начал? Да потому что многие из них не могут быть отправлены на данный момент в Россию или Республику Беларусь. Поэтому, ребята, если они у вас есть, то, конечно же, это будет самый лучший и надежный способ. А если какие-то монеты кошелек не поддерживает по каким-то причинам, нас всегда выручат такие кошельки, как MetaMask, Trust Wallet и так далее. Проверенную ссылку на Ledger оставлю в описании под видеороликом. Это тот кошелек, которым я пользуюсь лично сам и уже давно. Также, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал, здесь очень много всякой разной движухи на тему заработка. Обязательно подписывайтесь, ссылка будет также в описании под видеороликом. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.